Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я Вашан Авиапарк. Тут появились новые раскраски, хотя сами-то по себе они не новые. Ну и я решила полистать. Ну, честно говоря, как-то вот не очень. Не привлекает меня много стоковых, много чего у меня уже есть. Короче, неинтересно. Но в любом случае. Так, раскраска для тех самых. Ну, тут вообще как бы тоже много повторов, много вообще непонятно чего, так что абсолютно нет желания покупать. Но хоть полистала. Так, что тут еще? Ну, это и у меня есть. Тут все одинаковое для уставших. Как-то так. Мало сейчас нового интересного. Решила пораскрашивать в раскраске мандалы из серии цветотерапия, вот которая в твердой обложке, формат А5. По сути, я очень люблю мандалы, но я к ним, как и к раскраскам по номерам, что-то подохладела последнее время. Вот, поэтому решила я все-таки пораскрашиваю в этом месяце, надо хоть как-то потихоньку. Я открыла наугад, мне выпала вот эта мандала, но я сейчас, когда открыла раскраску, увидела, что с этой стороны тоже есть такая. Я решила, что буду именно ее раскрашивать. Мне как бы было важно только, знаете, чтобы на страничке не 2-3 мандалы были, а именно один узорчик. Я хочу пораскрашивать гелевыми ручками, что со мной вообще практически, ну, я не знаю, редко случается. И обычно я сразу, ну, вы знаете, я люблю как бы ручками с блестками выделять именно элементы, потому что так гораздо лучше, симпатичнее смотрится, чем когда все полностью раскрашиваешь, как-то блеск теряется. Но еще я обычно как старалась, думаю, я же когда-то назаказывала паст с Алиэкспресс, и думаю, надо же это использовать, а они все заедают, и, соответственно, я выдувала на палитру, потом раскрашивала кисточкой. Это, конечно, хорошо, ну, в плане того, что ничего не пойдет в помойку. Я, наверное, когда-то так продолжу делать, но я понимаю, что кисточка это одно, а ручки это другое, это другие ощущения. И, наверное, поэтому как-то все это дело не идет. Поэтому сейчас я даже стала пенал, где у меня лежат гелевые ручки, уже нормальные. Там Краун плюс Fix Price, наверное, я ими и пораскрашиваю. Единственное, что вот эти элементы, может быть, есть смысл раскрасить фломастерами. Ну, я пока не знаю, посмотрим. Сейчас подумаю, надо еще определиться с цветовой палитрой, так сказать. Кстати, мне еще... ну это я примерно представила, что именно я хочу, каким цветом здесь раскрашивать. А мне Ульяна дарила вот такие вот. Что это? Брашпены, маркеры, не знаю. Ну да, браши. И ведь здесь есть такой вот фиолетовый. Давайте попробуем, рискнем раскрасить. Сейчас я, наверное, стоит, может быть, опустить штатив и немножечко даже вот так вот сделать. Ну, надеюсь, будет нормально. Давайте посмотрим. В принципе, вот здесь, ну, если протечет, да и ладно, ничего страшного. Что-нибудь придумаем. Вот. Так. Ну, я думаю, что вот она, цветовая гамма, так сказать, и решилась, потому что я именно что-то себе в этом цвете и представляла. Но только единственное, что этот цвет такой темноватый, но это тоже хорошо. И нужно все-таки начать использовать эти браши, потому что, во-первых, это подарок, причем они очень классные, и, в принципе, надо же потестировать, раз они у меня теперь есть, потестировать по полной программе, потому что, ну, допустим, если они мне понравятся, то, может, будет смысл
их приобретать? Не знаю. Сейчас пока я как-то ко всему, к покупкам охладела, именно потому что всего полно. Сейчас это полностью, ну не полностью, но как-то, в общем-то, все равно больше хобби по понятным причинам. И нет особого смысла. Не, ну, как бы я с Ютуба особо никогда много не получала, но, правда, получала каждый месяц стабильно. И вполне логично, что был смысл и вкладываться. Ну, а сейчас хобби, и всего и так достаточно. Ну, и потом я говорю, что как-то вот именно сильных каких-то желаний у меня нет. Потому что все, что хотела, я купила. И что подороже, и что подешевле. Уже какие-то, знаете, мнения определенные у меня сложилось относительно того, что мне в канцелярии нравится, что не нравится. И, в принципе, знаете, как и относительно, допустим, ну, к примеру, я понимаю, что с акрилом я так и не подружилась, да, но, например, заменить это гуашью, это мне больше близко, да. Например, акварель я люблю на каком-то своем мега-любительском уровне, но все равно там, не знаю, ну и так далее. Поэтому пока всего достаточно. Что касается раскрасок, я, конечно, не зарекаюсь, что я не буду покупать. Но в основном, когда Бук24 будет давать бонусы, я буду ими, конечно же, пользоваться. Прежде всего так. Плюс, если какие-то скидки, еще что-то. Ну вот Леонардо у меня в месяц, как правило, по 500, а то и по 1000 рублей купоны бывают, ну, то, что я могу просто их отоварить. Но я беру в основном сейчас пряжу. Раньше я брала карандаши и дервенты, но все цвета, которые мне нужны, у меня в наличии теперь. И я больше вкладываюсь в пряжу. Сейчас это наиболее актуально. Поэтому вот так. Предыдущий фрагмент был снят в мае, но выложила сейчас. Я просто про него забыла. Но это не особо важно. Такая вот перебивочка, да. Сейчас посмотрим, что творится с обратной стороны. Там, где я тестировала, на самой простой бумаге ничего не протекало, но, ну, разве что немножко просвечивало так чуть-чуть. Но это была самая обычная, простая, нормальная бумага, а как будет здесь, не факт. Давайте посмотрим. Смотрите, какая прелесть. Ничего не протекло. Это прекрасно, слушайте, но это уже плюс относительно этих браш-пен. И очень удобно вот ими раскрашивать, хотя, в принципе, браши это явно не совсем мой материал, но вот этими брашами, кстати, да, очень удобно. Лен, спасибо большое за такой подарочек. Вот, и то, что они не протекают, потому что, например, эти мазали, ну, понятно, что они, наверное, в разы дешевле. Я просто к этим не приценивалась, но догадываюсь, что они, так сказать, мазали все протекают. Не говоря о том, что абсолютно неудобно ими раскрашивать. Но помню, сколько было счастья, когда я их купила. Ну а как? Браши, такой набор большой. Ну, потом, по факту, опять же, я как-то и говорила, и уже неоднократно проверяла, что будь то фломастеры, будь то вообще любые материалы, да, мне достаточно вот 24 цвета, это вообще идеально. То есть, ну, в теории я могу выкрутиться, допустим, 6 цветами, да, но
тут еще такой вопрос, какого качества будут карандаши. То есть, да, если они смешиваются, наслаиваются, то хорошо, то в теории я могу и 6 карандашами обойтись основными. Для меня это вообще не проблема. Вот. Ну, понятно, что если у карандашей со смешиванием, с наслаиванием есть проблемы, то, конечно, 6 это не совсем удобно. Там уже лучше хотя бы 12, но вот если брать максималку, 24 цвета это просто идеально. Когда ни много, ни мало, вот в самый раз. Когда в основном все цвета расходуются. Для меня это прям вот удобство. Кому-то, конечно, 24 цвета ни о чем, но мне нормально. Я вообще не испытываю никаких затруднений. Как-то так. И, в принципе, большая часть брашей, она лежит. Также вот как у меня брутфунеры, я эти квадратные в металлической коробке купила. Типа классно. Сколько у меня, 120 что ли? Думаю. Но я уже тогда понимала, что да, они хорошие, но большая часть будет лежать. Ну, единственное, что меня в них напрягает, это то, что гелевые ручки сверху не ложатся. Как-то так. Не, ну я все равно покупкой довольна, но... Ну, вот я говорю, если только когда-нибудь, может быть, если я, ну, пойму, что и с Ютубом все наладится, оно наладится, безусловно, потому что, ну, вы знаете, нам и опросы всякие приходят, и настроение, как бы, все эти понятны, все оно наладится. Может быть, потом я себе единственное, что да, максималку призм возьму. Это факт. А так, не знаю. Больше я скорее по максималке ничего брать не буду. Ну, может быть, только какие-нибудь вот эти вот спиртовые маркеры. Может быть, если какая-то супер акция. Потому что с карандашами мне вот проще так. Ну, смотрите, ничего даже не просвечивает. И ложатся они очень-очень даже хорошо, прям ровненько так. Ну вот я, поскольку на камеру крашу, то я вот здесь вот пропустила немножко. Вот тут вот белые фрагменты, ну потому что я вроде и близко здесь сижу, а все равно... Я не могу сказать, я не жалуюсь на зрение, но все равно. Я одно время жаловалась на зрение, но вот я после лечебного голодания, у меня все наладилось. Но я тогда, правда, справедливости ради, еще и глазам отдохнуть дала, честно говоря. Вот, плюс в целом. Ну и тут у меня был перерыв в раскрашивании 4-5 дней. Так что в целом я нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Так что мне нравятся. Они черные, кстати, тоже отлично. Но тут вот у меня, мне Ульяна дарила такой вот тоненький один черный на пробу. Микрон 0,1. И браш вот этот вот. Так. Нет, все-таки надо вот здесь доделать. А то как-то уже прям сразу в глаза бросается. Нехорошо. Так, ну и теперь можно перейти к гелевым ручкам. Наверное, будут какие-нибудь и фиолетовые. Вот эти вот, конечно, очень крутые. Берлинга, бриллиант металлик. Они офигенные. Я их брала, правда, поштучно, по мега акции. Так, ну хорошо. Вот можно как раз взять вот такой цвет. Это которые дуохромные, фикс прайс.
несмотря на то, что я очень люблю синий цвет, синий, голубой, фиолетовый, но в плане гелевых ручек они у меня идут только, знаете, самую-самую малость в качестве декора. Но это как и везде, но я и другие ручки, так вы знаете, использую. Но эти цвета особенно мало использую, потому что у меня почему-то всегда ассоциация, знаете, когда раньше еще в школе училась и так далее, ну, как бы синий и синий. Что-то как-то, да. Вот в плане ручек я всегда у меня такой стоп. А вот черные ручки с блестками, блин, это такая редкость вообще. Но вот у меня паста с Алиэкспресс, я тогда, по-моему, 32, ой, 36, наверное, цветов я заказывала. И вот там были, я 2 набора брала, поэтому у меня еще из первого набора ручка живая. Это, ой, как было давно, у меня где-то есть на канале видео, где я у одного продавца все заказывала, и там и пенал, по-моему, вот этот вот пенал мне тогда пришел, 2 набора этих паст. Но я, правда, потом еще у другого продавца заказывала золото, серебро и зеленые ручки. И тоже все это в большом количестве у меня лежит. А вот, кстати, возвращаясь к большим наборам, у меня даже вот 72 цвета мандалузы. И то многие не начаты. Берешь основные, сочетаешь, смешиваешь. Ну, вот как-то так. Так. Угу. Ну, в общем, сегодня у меня такой видосик, вот, ну, как всегда, болталка, но сегодня простенькая раскрасочка. Ну, а пусть так будет. Давно я мандалы не раскрашивала, и на камеру в том числе, пусть будет так. Что-то мне душа просит, знаете, вот чего-то такого. С обратной стороны, ну вот здесь по краям немножечко просвечивает, но не протекает и абсолютно не портит иллюстрацию. Поэтому тоже хорошо. Конечно, ну вот вы видите, да, все переливается классно. Я это видео буду снимаю точнее уже по сути одним кадром, ну то есть монтаж будет, потому что нужно первую часть прилепить из магазина, вот, но как бы в целом, хотя не знаю, нет, кстати, я сейчас почему-то так подумала, ведь реально я могу сейчас остановить запись, пораскрашивать, потом перейти к другому цвету и продолжить, потому что обычно я чаще всего бывает снимаю одним кадром, но здесь действительно очень даже может быть, тогда это и как бы повеселее, поживее будет. Наверное, я сейчас так действительно и сделаю, потому что все равно монтировать, так смысл, грубо говоря, 10-секундный фрагмент приделывать там к 20-минутному, да. Ну вот, сделала еще одно включение. Так вот получается классно. На камеру блеск виден, но я не знаю, насколько вот несколько оттенков сразу заметны или нет. Следующую ручку я приготовила. Это как раз-таки Berlingo Brilliant Metallic. Ну и тоже давайте приступим. Я пораскрашиваю, что я вот здесь вот, наверное, начну раскрашивать. Тоже очень красивый цвет. Вообще эти ручки продаются в таких же упаковках, как и карандаши в таких прозрачных. Вот в Ашане есть. Но у меня, по-моему, из набора максимум, может быть, одного не хватает цвета, ну или парочки. В основном я все взяла.
Ну, когда-нибудь, если закончится, то приобрету еще. Мне вот у Берлинга то, что я пробовала, кроме неоновых карандашей, нравится все. То есть, в принципе, по цене получается, если сравнивать по количеству карандашей в наборе, то они дороже, чем пастельные, дороже, чем металлики, получается даже дороже, чем вот эти ручки, мне кажется. Но при этом качество у них не очень. Мне показались эти карандаши довольно-таки жесткими. Хотя, не знаю, может быть, это еще и от бумаги зависит. К тому же, все же неоновые карандаши в основном, я думаю, предназначены для выделения каких-то элементов. Хотя, опять же, Берлинга, ну, как бы, все равно они, наверное, основываются, да, ориентируются на товарах, ну, я не знаю, все-таки больше для детей скорее. Я могу сильно ошибаться, и вряд ли там как бы дети будут, если уж не увлекаются как-то основательно раскрасками, да, там, если маленьким детям, может быть, берут, то вряд ли они будут этим озадачиваться, в большинстве случаев карандаши эти ужасно жесткие. Вот где-то я пробовала, вроде ничего, но в целом. Вот. Но, наверное, надо их просто поверх акварели использовать, еще как-то вот так. Тогда будет лучше. Я не знаю, только там 6 цветов или, может быть, 2 набора существует по 6 цветов. Но я, в принципе, понимала, что с неоновыми оттенками я в целом не дружу, не люблю, не понимаю. Но мне очень хотелось в коллекцию. Вот сейчас я думаю, напрасно. Хотя, кто знает, может быть, я прям найду им такое применение, что они будут для меня чуть ли не основными. Такое тоже же может быть. Ну вот, значит, смотрите, получается такой цвет. Прям, надо сказать, соответствует заявленному. Я сейчас хочу попробовать еще черный браш. Ну, просто попользоваться им. И я его использую. Я его использую вот здесь вот. Будет такой акцент по центру. Вот, но я сейчас это сделаю за кадром, и потом будет включение, потому что ну, здесь слишком мелко. Браш очень хороший, очень тоненький, но меня еще тут ослепляет кольцевая лампа, и не хочется так сильно напрягать зрение. Но потом я сделаю включение, покажу, как оно вышло. Дело продвигается. Я вот здесь как раз закрасила, и здесь еще был тоненький такой ободочек. Его я закрасила тоже черным цветом, но вот этим вот, который микрон. Ну, я думаю, надо все попробовать, все задействовать. Вот. А сейчас я достала аутлайнер из Fix Price, тоже такой фиолетовый, и хочу закрасить вот здесь. Это уже я сделаю на камеру, тоже будет прикольно. А там не знаю, какой я еще добавлю цвет. Кстати, я заметила, что здесь вот одну детальку я не закрасила, поэтому закрасила ее за кадром. Вот. Так, ну все, что с таким металликом, это, конечно, на камеру сложновато красить. Тем более, что все сразу же уходит в серебро. Хотя так, кстати, происходит не везде так быстро. Но вот здесь вот весьма быстро пошло в серебро.
Наверное, это тоже зависит от бумаги, насколько быстро наступает такой эффект. И тут даже не всегда поймешь, то ли я где-то пропустила, не закрасила, то ли это самое. Тут прям мгновенно получается. Ну ладно. Хорошие ручки, как мне кажется, довольно-таки качественные. Не знаю, может быть, более дорогие аутлайнеры как-то по-другому работают, но более дорогие я не буду брать абсолютно точно. Они мне ни к чему. А вот эти вот замечательные. Чисто где-то Они, кстати, нужны в раскрасках, реально бывает. Прям вот этот вот их эффект, он прям необходим. Тоже так все переливается. Здорово. Так. Собственно, вот так вот должно быть. Короче, красиво. Вот даже видно вот эти вот дуохромные, да. Так, ну, я вряд ли буду прям каждую детальку раскрашивать. Мне кажется, что это не сильно нужно. Вот. Думаю, с чем сочетать. Может быть, все-таки буду сочетать с зеленым. Это тоже вот эти Берлинго бриллиант. Металлик. Да. Наверное, я и буду сочетать вот так. Какой красивый цвет. Слушайте, нет ручки. Я очень советую купить, у кого их еще нет. Знаю, что девочки уже покупают. Ну, вот. Очень советую. Они просто потрясающие. Конечно, классный цвет. Вот. Они прям вот соответствуют в основном заявленному. Очень необычные. Я вот уж на что люблю там и Краун, и все. Но вот Берлинго это тоже, конечно, качество. Смотрите. Но опять же, здесь уже блеск забивает сильно. Но уж поверьте на слово, а вот этот цвет, он до того редкий для ручек. То есть, если вот в пастах с Алиэкспресс редкий цвет это черный с блестками, то, кстати, красный там с блестками хороший, тоже редкость, но чаще встречается. А вот у Берлинго это вот эти вообще редкие, я бы сказала, цвета, оттенки для гелевых ручек. Прям вообще вау. Ну, даже вот, а эти я вообще всякие такие цвета люблю. Сейчас посмотрим, если получится чередовать. Я просто не буду считать. Сейчас вот так через раз сделаю. Если что-то не так, ну, одним, значит, цветом закрашу. Ну, можно чередовать. Но я думаю, что потом за кадром подправлять придется, потому что блеск тут такой основательный. Это вот как раз оттенки, которые меня бывают, знаете, так вот и в призмах привлекают, что что-то редкое, необычное. Так и здесь. И ручки шикарные, мягкие, не заедают. Я не знаю, может быть, мне так повезло, но я многие ручки вообще без колпачков купила, потому что они именно в скидочной корзине лежали. Смотрите, какая красота. Так, и давайте посмотрим насчет протекания. Тоже все нормально. То есть вот эти дуохромные из фикса немного просвечивают, но без протечек, так что вообще все окей. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я очень благодарна вам за просмотры, особенно тем людям, которые не ленятся и смотрят через VPN. Я желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.